На следующий день после выхода обновления для Proxmox виртуального окружения вышло обновление Proxmox Backup Server 4 версии с множеством интересных функций. Коротко, кто не знает, что такое Backup сервер. Этот сервер мы можем интегрировать в ваш Proxmox и на него забрасывать бэкапы ваших виртуальных машин и контейнеров. Конечно, можно не использовать бэкап сервер и делать бэкап на обычный storage, но в бэкап сервере у нас есть дополнительные функции, такие как синхронизация с другими Data Store, проверка ваших бэкапов на целостность. По бэкап серверу есть отдельное видео, кому интересно, посмотрите. Но на этом видео мы посмотрим Proxmox Backup сервер 4 версии, что в нем нового появилось, какие функции добавились, что это для нас означает, и потом я вам покажу, как обновить Proxmox Backup сервер 3 версии на 4. Свежая версия принесла действительно много полезных функций, а не просто технические обновления. Давайте разберемся, что интересного появилось, а затем я покажу, как проходит процесс обновления Proxmox Backup сервера. Первое – это переход на Debian 13 Trixie и обновленное ядро Linux 6.14, так же как и новая версия Proxmox виртуального окружения 9 версии. Это значит лучшая поддержка нового железа, слегка улучшенная производительность и улучшенная безопасность уже из коробки. Также в систему включен ZFS 2.3.3, который открывает новые возможности по работе с хранилищами. О нем немного позже. Важная вещь, у нас добавилась поддержка S3 объектных хранилищ. Теперь Proxmox Backup Server умеет напрямую работать с S3 совместимыми хранилищами. Это могут быть как облака типа Amazon S3, так и частные решения. Например, если вы используете Ceph, либо Min.io, ну или другие storage системы с поддержкой S3. У нас появилась функция расширения RAID-Z без остановки сервиса. Об этом я уже говорил в видео об обновлении Proxmox 9. Раньше, чтобы добавить диск в RAID-Z Pool, нужно было все пересоздавать или как минимум временно все отключать. Теперь с ZFS 2.3.3 появилась функция Live расширения RAID-Z. И это очень удобно. Можно просто добавить новый диск в существующий пул без даунтайма. Пример. У вас заканчивается место на бэкап хранилище, не проблема, добавляете диск, расширяете пул и продолжаете работать, ничего не выключая. Это экономит время, деньги и, конечно же, нервы. Следующая важная функция, и эта функция также важна для HomeLab, это автоматическая синхронизация при подключении внешнего хранилища. Если вы используете сменные накопители, например, внешние диски, либо подключаемые Data Store, теперь можно настроить систему так, чтобы синхронизация ваших бэкапов запускалась автоматически при подключении того либо иного устройства, либо Data Store. Для этого достаточно один раз поставить флажок Run on Mount в настройках задачи, и все будет происходить само. Вы вставляете диск, Proxmox определяет, что у нас диск примонтирован, и делает синхронизацию. Очень удобно, особенно если вы делаете офлайн резервные копии, либо вы работаете в условиях с ограниченными ресурсами. Перед тем, как перейдем непосредственно к апгрейду Proxmox Backup сервера, хочу пару слов сказать о спонсоре данного видео. Сейчас будет полезная информация для тех, кто ценит легальный софт и хорошие скидки. Если вы планируете обновить Windows или установить лицензионный Microsoft Office, обратите внимание на сайт KissFan. Там вы найдете дешевые и полностью легальные OEM-ключи. Активация полностью официальная и проходит онлайн. Кроме Windows и Office, на сайте есть огромный выбор ключей для других программ, инструменты для работы, безопасности, креатива и многое-многое другое. Выбор действительно впечатляет, каждый найдет что-то нужное. Если возникают вопросы о продуктах или о покупке, то можно обратиться в техподдержку, которая доступна 24/7. При покупке ключа вы получаете пожизненную лицензию, один раз купил и все. А главное, лицензионное программное обеспечение не создает проблем при обновлениях. На странице акции вы найдете Windows 10 Pro всего за $9, Windows 11 Pro за 15, а комплект на 2 ПК за 28. Используйте код VDE50, чтобы получить 50% скидку на серию Windows, а если вам нужен Microsoft Office, действуют скидки до 62%. Просто введите код VDE62 при оформлении заказа. Все просто. Добавляете нужный продукт в корзину, возьмем, к примеру, Windows 11 Pro,
Далее вводим код на скидку. И теперь мы можем оплачивать через PayPal либо карту. И все, ключ у вас. И возвращаемся к процессу обновления Proxmox Backup сервера. Мы сейчас находимся на тестовом бэкап сервере, где я тестирую все обновления и различные настройки. Как видите, у меня сейчас версия Backup Server 3.2. Поэтому мы будем полностью обновляться до последней версии и потом делать апгрейд на 4-ю версию. Перед тем, как вы будете обновлять ваш продуктивный сервер, желательно сделать тестовую машинку, на ней протестировать все апдейты в вашем окружении. Возможно, появятся какие-то проблемы, которые нужно будет решить. Также очень рекомендуется протестировать бэкап ваших виртуальных машин и контейнеров. И по возможности скопировать эти бэкапы на внешний носитель, например. Приступим к процессу обновления. Мы можем это сделать через Shell, либо зайти в Administration, здесь нажать Update и нажимаем Refresh. Как видите, у меня показывается ошибка 401 Unauthorized. Это означает, что у меня не подключены правильные репозитории, то есть No Subscription. Чтобы это проверить, заходим во вкладку Repositories и видим, здесь у нас есть PBS Enterprise. Этот репозиторий нам стоит отключить. Нажимаем Disabled и добавляем No Subscription. Готово. Теперь повторяем процедуру. Updates, Refresh. Все у нас прошло без ошибок. Закрываем. И у нас есть для обновления 106 айтемсов. Нажимаем Upgrade. Соглашаемся. Обновление завершено. Закрываем окно терминала. Обновляем страницу. И у нас версия 3.4.6. Также рекомендуется перезагрузить наш сервер. Заходим в сервер статус и нажимаем Reboot. Да. Все, система загрузилась, ошибок у нас нет. Перед тем, как вы будете делать апгрейд вашей системы, желательно, чтобы у вас был физический доступ к системе через подключенный монитор, клавиатуру, либо через IPMI, например. И также не рекомендуется делать апгрейд через веб-интерфейс, через консоль. Лучше использовать для этого SSH. И также апгрейд будем запускать в терминал мультиплексор, например, Screen, либо Temux. Temux я использую чаще всего. Давайте подключимся к Proxmox Backup серверу по SSH. Теперь устанавливаем Temux. Готово. Temux мы установили, он понадобится нам немножко позже. Смотрим в руководство, какие действия нам нужно теперь сделать. Мы будем делать in-place upgrade, то есть мы будем обновляться с версии 3 на 4 без переустановки самой системы. Мы сделали apt update и upgrade. Мы также можем проверить apt dist upgrade. У нас также никаких обновлений нет. Далее проверяем версию нашего Proxmox. Мы видели, у графической оболочки у нас стоит версия 3.4.6. То же самое мы увидим в консоли. Да, видите, 3.4.6. Отлично. Теперь нам необходимо сделать бэкап всех конфигураций на нашем Proxmox Backup сервере. Для этого просто копируем команду, которая будет создавать tar архив со всеми конфигурациями. И вставляем в консоль. Проверяем. И вот наш архив. Теперь этот архив желательно скопировать на внешнее устройство. Если вы работаете с Windows, это очень просто. Запускайте PowerShell. Воспользуемся командой SQCopy SCP. Далее указываем, откуда и что мы будем копировать. Мы указываем пользователя root с нашего сервера, IP-адрес. И далее нам нужно указать наш файлик. Он находится в директории /root. Указываем здесь также /root. Можем с консоли скопировать. Я буду копировать все в текущую директорию C users Roman, поэтому в конце ставим просто точку. Указываем пароль от нашего сервера. Все, мы скопировали. Теперь можем в Explorer посмотреть наш файлик. Занимает практически 8 килобайт. Отлично, все сработало. Далее для обновления рекомендуется, чтобы у нас было около 10 гигабайт свободного пространства на диске. Проверяем это с помощью tf-h, и нас интересует именно root директория /. У нас есть свободных 9,8 гигабайт. Как показывает практика, нам достаточно даже 5-6 свободных гигабайт для полноценного апгрейда. Но рекомендуется 10. Посмотрим, сработает ли. И далее мы переходим именно к процессу апгрейда с версии 3 на 4. Нам нужно запустить теперь команду для проверки совместимости нашей версии к 4. PBS 3 to 4. Проходит чек, у нас все хорошо, никаких ошибок нет. И теперь делаем полный чек.
просто добавляем full. У нас, в принципе, то же самое отображается, без ошибок, отлично. Если вы запускаете апгрейд вашей системы в тот момент, когда теоретически могут запускаться бэкапы ваших виртуальных машин, либо контейнеров, то Data Store нужно поместить в Maintenance Mode. Для этого нужно сделать команду Proxmox Backup Manager, указать Data Store ID и указать Maintenance Mode Read Only. Нам нужно только узнать Data Store ID. Для этого можем воспользоваться командой Proxmox Backup Manager, Data Store и List. Вот наш ID, который нам нужно теперь вставить в команду. И заменяем Data Store ID на наш Data Store. Готово. Есть несколько вариантов, как мы можем это сделать. Мы сейчас сделали через консоль, но также это можно сделать через графический интерфейс. Если мы переходим в Proxmox Backup Server, у нас слева находится наш Data Store. Как видите, он сейчас находится в Maintenance Mode. Выбираем его, и вот наш параметр Maintenance Mode Read Only. Если мы хотим отключить Maintenance Mode, выбираем None. Окей, все, у нас рабочий Data Store. Но нам нужно включить Maintenance Mode, чтобы наверняка никакой бэкап процесс не начал работать. Далее нам стоит обновить наши репозитории. Мы сделали apt update, потом посмотрели apt dist upgrade, у нас все хорошо. Версия нашего Proxmox сервера также соответствует. Нам нужно заменить репозиторий для Debian Bookworm на Trixie. Давайте посмотрим, что у нас сейчас внутри находится в наших репозиториях. Видите, у нас репозитории все относятся к Bookworm. И с помощью команды scd мы заменим все слова, которые соответствуют Bookworm, на Trixie. Вставляем. И теперь можем снова проверить, что у нас внутри. Видите, все изменилось на Trixie. Все отлично, все сработало. Далее нам стоит добавить репозиторий для Proxmox Backup сервера 4 версии. Здесь указывается репозиторий для Enterprise версии. Мы будем использовать No Subscription. Копируем и вставляем. Проверим, что у нас теперь находится в репозиториях. etc apt sourcelist.d. И вот наш репозиторий, который мы добавили. Это у нас был предыдущий репозиторий, который мы отключили. Мы можем его также посмотреть. Вот он закомментирован. Он не работает сейчас. Это мы сделали. И теперь можем приступать к процессу апгрейда на версию 4. Этот процесс мы запустим в Tmux. Пишем Tmux new -s. Название upgrade 4. Проверяем наши репозитории. apt update, что мы правильно все указали. У нас нет ошибок. 354 пакета будут обновлены. Отлично. И начинаем процесс апгрейда. apt dist upgrade. Готово. Все, это займет некоторое время. Смотрим изменения. Пролистываем просто вниз. Нажимаем Q и выход. Далее выбираем раскладку клавиатуры. Файл конфигурации etc issue мы оставляем по умолчанию. Нажимаем просто Enter. Хотим ли мы, чтобы наши сервисы после обновления перезапускались автоматически? Да, мы это хотим. Все, мы обновили систему. Можем проверить. У нас отображается здесь 4 версия. Также посмотрим в браузере. Обновляем 4.14. Но нам нужно желательно перезагрузить нашу систему, чтобы ядро обновилось также. У нас отображается логин панель. Это уже хорошо. Все включилось. Теперь мы можем посмотреть статус основных процессов. Заходим в Shell. Systemctl. Статус. Proxmox Backup Proxy. У нас работает отлично. И второй сервис. Proxmox Backup Service. У нас также все работает. Теперь нам нужно отключить наш Data Store с Maintenance Mode. Можно делать через графический интерфейс. Нам не нужно будет подключаться заново по SSH. No. Окей. И также есть в руководстве, что мы можем обновить наши репозитории к новому стилю. Для этого нам нужно сделать команду apt modernize sources. Это мы скопируем. Что это имеется в виду? Если мы зайдем в Shell, перейдем в директорию, где находится репозиторий, etc apt. Здесь у нас есть source list. Если мы посмотрим, что внутри, то наш репозиторий выглядит таким образом. Но мы добавляем также новый репозиторий. Он находится в source list D и имеет расширение sources. Вот так он выглядит. Proxmox sources.
немножко отличается синтаксис, чем до этого. И к данному виду мы можем привести все наши репозитории, которые были до этого. Вставляем нашу команду. Да, мы хотим записать все наши репозитории. Готово. Проверяем снова в директорию, что у нас есть. У нас появляется Debian Sources. До этого не было ничего. Посмотрим, что внутри. И видите все наши репозитории, которые были указаны в source list. Да, вот сверху, если посмотреть. Вот source list. Они сейчас находятся в другой директории source list D. И также имеют вот такой вид. Хотите делать, можете делать, но это не обязательно. Но что касается обновленной версии, у нас сразу же на левой панели есть меню пункт S3 Endpoints. Здесь мы можем добавлять наши S3 Storage. Этой функции многие ждали, это упрощает и также делает хранение бэкапов дешевле. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, до новых видео, всем пока!